Если бы мы знали этих 7 вещей до переезда в Германию, мы бы очень хорошо подумали. И сейчас мы расскажем их не чтобы отговорить, а чтобы не ошибиться, как ошибаются тысячи. Чтобы вы сразу понимали, мы не ноем, мы не хейтим Германию. Мы рассказываем реальный опыт семьи. Кому Германия рай, вы тоже правы. Но есть вещи, к которым морально не готовы 90%. Мы Сиреканян Family, я Коп, Танюшка, я из Армении, Танюшка из Украины. Живем в Германии уже ровно 2 года, сейчас пошел 3-й год. Наша дочка Саманта родилась тут в Германии. Такая краткая информация, кто мы, откуда мы, и этого, наверное, достаточно будет для того, чтобы мы смогли аргументировать, почему мы все это говорим и рассказываем. Причина номер 1. В Германии можно быть среди людей и чувствовать себя абсолютно одиноким. Тут нет такого, как просто у нас, не знаю, спонтанно созвониться с подружкой, с соседкой, с кем-то. Встретиться, там чай попить, да. кофе попить. Просто сказать, я прохожу возле твоего дома, сейчас зайду, все, тебя с открытыми объятиями всегда встретит человек. И просто даже это не открытыми, наигранно. просто встретит кто-то. Встретит и будет тому рад, что ты зашел просто на 5-10 минут за чашечкой кофе поговорить. Ни о чем, спросить, как дела, какие новости, что у тебя там хорошего произошло, хоть ты там можешь год-два не видеться, а то и 3. Тут по такого сути, не бывает. По расписанию все. Но это очень грубый пример, но пример к месту. Почему по расписанию? Потому что вот этот же... Привет. Вот это же зайти на кофе, на чай, просто поболтать ни о чем, нужно спросить, не занят ли ты, нету ли у тебя там каких-то встреч. Да нет, тут вообще так не бывает, просто сегодня зайти. Это Я если об этом ты хочешь говорю, не начать, бывает, потому то что... давай в конце месяца, если сегодня 1 число, то 31-го займи мне время, типа Но это тут я об называется этом хочу термин, говорить, потому что и я мы с тобой по-своему. встретимся. Я по-своему говорю, Ладно. что если ты хочешь просто так зайти, не получится, потому что у людей всегда там какие-то очереди, какие-то там дела. Не то, что они такие сильно заняты, просто система так построена. Так они привыкли, то есть обо всем надо договориться заранее. Спонтанно? Нет, такого точно нет. Больше вам скажу, это, конечно, не нами проверено, но это из ваших комментариев, то есть у людей, которые здесь живут очень-очень много лет, вы нам пишете, что здесь, когда родители идут к детям или дети к родителям, друг другу они платят за это. Ну, типа, В смысле например, платят? Я не знал. ну, это я читала, вот буквально в последних наших видео написали нам зрители в комментах, что, ну, чтобы за то, что там мама накрыла детям стол, дети дают деньги, потому что она потратилась. Это традиция или примета, ну, не или традиция, хорошая это жизнь, жизнь немцев, можно так Ну, сказать. наши родители тоже нам денежки дают, если что. То это нам дают, Ну, потому что они хотят помогать, а мы даем, потому что мы хотим им помогать. Это ты не платишь за ужин, а тут типа заплатить за ужин, понимаешь? Я как даже не это? знал, что такое есть. Да, есть. Ну и по поводу дружбы. Дружба тут реально как-то по-другому работает. Нету такого, чтобы найти, так скажем, друга. Мы вот сколько времени тут, столько времени хотим найти себе друзей. Мы делаем разные попытки, разные действия, движения, но все равно у нас не получается. То есть мы можем сказать, дружба равно годам, а не месяцам. Личный пример наш. Ты что делаешь? Прыгушка, ты Когда радуешься, сама да? играется, пожалуйста, не лезь. Вот сама играется нормально. Да, Давай я ей. тоже хочу играть. Вот когда она к тебе лезет, тогда лезь. А я к ней. всегда хочу играть. И ты всегда хочешь, как только я ушла в другую комнату, сразу ты мне ее несешь. Да, это Вот так и когда есть. я ухожу, тогда играй. Сейчас она пусть сама будет. Наш личный пример. Мы 2 года уже здесь и еще не нашли друзей. Про себя молчу, у меня вообще какая-то закрытая система, так называемая. У меня вообще не появляются люди, кто хотят со мной общаться. Я вроде реально стараюсь, делаю первые шаги, чтобы какой-то контакт создать, но не получается. Ну, Танюшке чуть проще, потому что мы тут сюда приехали, то есть у нее изначально были друзья. Мы приехали сюда по приглашению друга, подружки ее, поэтому у нее чуть проще. Короче,
Но вот из новых, чтобы кого-то найти, Новых нету. новых не получается. Те, кто вот здесь уже были, те, кто нас ждали, это наш круг общения. А новых мы стараемся, мы зовем в гости, несмотря на то, что это какие-то чужие люди, но мы типа настолько хотим сближаться, что, пожалуйста, приходите, мы ждем, мы накроем стол, мы открыты, мы готовы Я там в думаю, рестики наша сходить. ошибка в следующем, что мы не назначаем конкретную дату. Мы говорим, приходите, когда хотите. Слушай, точно, может, кстати, и быть, реально, потому что вот люди даже рожденные, типа наших национальностей, но рожденные здесь, они все равно другие, вот, другие они, не такие. Вопрос вам, зрители, ответьте в комментариях. Вы сможете жить без живого общения, причем годами, имейте в виду. Причина номер 2. Язык. Это стена, а не просто выучу. Если вы думаете, что тут без идеального немецкого можно жить, тут и начинается боль. Первое, что хочется отметить, когда мы говорим о знании языка, это детские сады, поликлиники, врачи, школы. С ними общаться это тяжело, потому что без знания немецкого языка, как ни крути, тут не обойтись. В основном, так как я прошел интеграционный курс немецкий, контактирую я изначально думал, что этого всего мне не нужно. Почему? Потому что я всю жизнь там путешествую, мы путешествовали в разных странах, и знание английского языка не идеального меня спасало. И я думал, тут также будет, что английский язык, я со временем буду подтягивать, и все будет нормально. То есть нету необходимости знать немецкого языка. Но в практике оказалось все по-другому. Мы шли, например, в поликлинику, со мной, они не хотят, они знают английский язык, но они не хотят разговаривать. Это может быть не во всех. Не все. Есть, которые нормально тебе ответят. И не по идут всей на Германии. Вот, например, Да. мы были в Берлине, я даже не спрашивал, и сразу начинал говорить на английском, они спокойно шли на контакт. Но в любом Вот там везде почему-то, а вот у нас и говорят, что прям наша земля, очень часто вот это у них встречается, они прям очень привередливо хотят, чтобы у них общались только на немецком. И люди, которые даже знают немецкий, у нас даже была ситуация по поводу твоего телефонного номера, помнишь, там человек... Помню, но я хотел рассказать до конца, что там тоже немецкий язык в больших городах, где говорят английский, необходим. Почему? Потому что, да, ты можешь зайти в магазин, или ты можешь у кого-то что-то спросить на английском языке, тебе ответят. Но в любом случае, все письма, все официальные дела, которые в любом случае, хочешь не хочешь, нужно сделать, они на немецком языке. И тебе нужно перевести или воспользоваться услугами переводчика, чтобы понять, что происходит и что делать дальше. А по поводу ситуации, то, что Танюшка сказала, я пополнял свой телефон В одной и той же ежемесячно в одной и той же точке мобильного оператора Vodafone. И тогда у меня не было приложения, я опять же не мог его активировать, потому что знание языка мне мешало. Я заходил в Vodafone и говорил, пожалуйста, там 15 евро на мой номер на английском. Продавец, работник, сотрудник в течение, 3-4 месяцев мне не отказывал, говорил, окей, без проблем, я показывал номер, давал денежки, все, выходил. И ты с ним даже разговаривал на английском, то есть какие-то вопросы задавал. Это все на английском было, Всё, и в процессе что-то, человек какое-то общался общение на было. английском. А последний раз это было, когда мы вернулись с Армении, у меня, соответственно, после долгого невоспользования немецким номером, у меня все там закончилось, и нужно было активировать, закинуть туда денежки. Зашли мы в тот же самый офис, бутик, Vodafone, ладно, так назовем. И я вижу, что сотрудник это тот же, с кем я постоянно контактировал, это не какой-то другой человек. Я говорю, человек, привет, я хочу положить деньги на свой номер. На английском, зная, что он говорит уже на английском. Он смотрит на меня и говорит, я не понимаю. И он не говорит на английском, я не понимаю. Он на немецком говорит, я не понимаю тебя. Я говорю, как ты не понимаешь? Я же с тобой разговаривал, мы же с тобой общались на английском языке. Он говорит, нет, мы не общались. И у тебя вот тут уже в этот момент начинает вот этот взрыв. Зачем ты это делаешь? Почему? Ты же со мной общался, я же не грубил тебе, я же не
искал какие-то конфликтные ситуации. Я вежливо захожу каждый раз, кладу денежки на свой номер. Ну, короче, делаю одну и ту же процедуру. И я не знаю, почему это произошло, с чего он так подумал. После этого я нашел другого оператора, попросил, чтобы мне помогли установить мобильное приложение, через которое я смогу пополнять свой счет и ни у кого ничего не спрашивать. Просто ситуации такие бывают, что реально ты понимаешь, что язык тебе очень-очень нужен. Это не говоря уже, что там любая профессия, любая работа, в любом случае нужно, ну это и так понятно всем, ты в любой стране должен знать язык, чтобы устроиться на работу, особенно если это хорошая работа. Но Да, и дело без даже этого... не хорошая работа, если тут ты работаешь любым там... Не, ну каким-то, я не знаю, может быть на Amazon грузчикам тут и берут без знания языка вообще. Минимальное знание нужно. Да? То есть в любом случае, даже вот это грузчиком работать, тебе нужно пройти интеграционный курс, который дает тебе минимальное знание языка. Без этого тебе даже на Amazon не возьмут. Я не знаю. Это так серьезно есть. Причина номер 3. Бюрократия ломает психику. Одна ошибка в бумаге, и вы откатываетесь на месяца назад. Письма, ожидания, зависть от решения, ощущение беспомощности. Вот письма, опять же, вот язык мы поняли, даже если ты уже все освоил, язык есть, ты разговариваешь. Мы не говорим, что письма плохо, что это нехорошая система, что это что-то не так с этой системой. Нормально, с письмами все окей. Но ты отправляешь, и вот это ожидание, непонятная ситуация, что произойдет, что они ответят. Я в прошлой серии вам рассказывал, это не так делается. Это просто маленькая, надо большую. Я в прошлой серии рассказывал, что нам нужно заполнить документы для того, чтобы получить разрешение на проживание в Германии еще на год. Ежегодная процедура. Я не хотел заполнить, потому что понимал, что это долгая процедура. Но в любом случае, я это уже сделал, я отправил, и уже прошло сколько там дней? Дней 5, и никакой информации, что произошло. Я правильно заполнил, я неправильно заполнил, все ли хватает там, нужно ли что-то корректировать. В общем и целом, поймите, у меня вот куча вопросов связана с этой процедурой, которая, ну, ты не понимаешь, что происходит, и не поймешь, пока не придет ответ. А ответ может прийти реально через 2 месяца. У нас были ситуации, когда ответ приходил на ситуацию спустя 7 месяцев. 7 месяцев, понимаете? Я первые 2 месяца чуть-чуть переживал, а потом я думал, что просто меня забыли. У нас есть тут знакомый немец, я у него спросил, почему так, он говорит, ну, они посмотрели, наверное, на твое дело, сказали потом. Ну, посмотрели, сказали потом. И вот так потом в течение 7 месяцев. Говорит, это у нас нормально. Ну. Причем это был штраф, и мы реально думали, типа, что его или нам простили, или что, или просто там забыли и больше не вернуться. Но нет, пришел ответ через 7 месяцев. Это, конечно, прикол был для нас вообще. Ну, это вот, грубо говоря, 7 месяцев мы... Вот, ожидание, ты не знаешь, ожидание, что... вот ощущение беспомощности, я не знал, что делать, куда деться. Ну, я не то, что не знал, я не понимал просто, что происходит. И как-то так. Причина номер 4. Деньги не такие, как вы думаете. Зарплаты в Германии большие, пока вы не начинаете платить. Начнем с налогов. Налоги идет на все. Так как мы сейчас находимся здесь, мы должны именно в этой стране зарегистрировать наш YouTube-канал как индивидуальное предприятие. И мы это сделали. Тут это называется по-другому. Gewerbe, если кому-то интересно. Мы платим налоги за все. Это, понимаете, не то, что тяжело, просто тут очень большие налоги. Мы готовы платить налоги, мы не хотим, чтобы было так, мы зарабатываем и ничего не платим. Нет, мы платим налоги, только тут они реально очень большие. В зависимости от твоего дохода налоги могут подняться до 40%, понимаете? То есть, если вы, например, зарабатываете в год 100 тысяч, вы 40 тысяч отдаете на налоги.
Понимаете? 40 тысяч. Следующая страховка. Страховка тоже в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, процентное соотношение меняется. Если вы, опять же, там зарабатываете 100 тысяч в год, вы ежемесячно заплатите как минимум 1200 евро. Это я, если не ошибаюсь. А это нехорошо, просто оно может сейчас все развалиться. Поэтому вот так как-то. Это папа интересное что-то, да? Ты что, Булька, испугалась? Не пугайся. Нет, я у мамы на ручке просто запрыгнула. Молодец, умничка моя. Чуть-чуть просто испугнулась и прыгнула. Если я не ошибаюсь, это на троих, потому что там цифр очень много, не все запомнить возможно. И 1200, если умножить на 12, получается 12 тысяч плюс 2400. 14 600, заметьте, за год надо заплатить налоги. Не налоги, про страховку. Ой, просто не налоги, страховку. Если это плюсануть к твоему заработку, посчитай, уже ты отдал больше половины на страховку и просто налоги. Аренда жилья. Соответственно, чем больше, чем красивее вы выбираете квартиру, тем больше платите. Это во всех странах. Но как минимум рассчитывайте где-то 1500 долларов, евро, извините, не долларов, доллары мы не видим. Евро за аренду жилья. И плюс детские расходы. Если про детские расходы вам интересно, у нас было видео снято про детские расходы, сколько мы тратим ежегодно на этого маленького чудесного киндера. Мы про это уже говорили, я прикреплю тут ссылочку, переходите, смотрите. Вот здесь будет ссылочка. Иди ко мне. Это сухие размышления. Четкий подсчет. Причина номер 5. Потеря статуса и самоуважения. В своей стране ты был кем-то, а здесь еще одно дело в папке. Далее, профессия. Если у вас есть какая-то профессия, смотрите, как тут все происходит. Сначала они принимают тебя, потом ты должен, во-первых, высшее образование у любого человека они должны признать. Процесс называется признание диплома. Признание диплома тоже очень долгий процесс, прям очень-очень долгий процесс. Мой опыт такой, признание диплома уже год где-то. Да нет, какой год? Сама-то еще не родилась. Я отдал документ, чтобы они признали мой диплом, и до сих пор идет процесс. Ну, я не знаю, когда это будет готов, так что имейте в виду, любая профессия очень долго признается. И, не профессия, а диплом. После того, как признали твой диплом, ты должен получить переквалификацию твоей профессии, чтобы соответствовать нормам Германии. Ты должен пройти переквалификацию, чтобы соответственным образом работать здесь и зарабатывать много денег. Еще я хочу добавить, что... Будь здорова! Будь здорова! Будь здорова, девочка! Спасибо. Спасибо, дочь. Дочь, говори спасибо. Занято. Еще я хочу сказать, что не во всех случаях наше высшее образование здесь признают. Я знаю из личного опыта людей, которым отказали. Это однозначно. Там, извиняюсь, сейчас быстро скажу, и там продолжай. Нужно обязательно, чтобы все там куча документов у вас было с собой. Если там какой-то маленькая листочка отсутствует, то процесс нет. Нет, невозможен. Или отказ, или приостановлен, или вообще просто вот те, например, те университеты, которые у нас в Украине считались, международными, мы точно знаем, вот я когда училась, для нас это было очень важно, там, международный закончить, потому что, было у нас в планах, там, допустим, уехать, может быть, или что, просто родители нам выбирали международное образование. И чем все закончилось? На самом деле здесь встречается очень много случаев, когда ты приезжаешь сюда, показываешь диплом, ты с полной уверенностью, что у тебя международное высшее образование, тебе надо его там перевести туда-сюда, и ты там после знания языка получаешь хорошую профессию. Но нет, не так все просто, поверьте. Очень многим просто отказывают, то есть не подходит тот институт или еще там масса пунктов, по которым тебе могут отказать.
Ну, пунктики мы не можем перечислять, так как мы не сталкивались с этим. Нам просто доходила информация, что отказывают и все. Да, А просто так причин от реально знакомых. могут быть куча. Вот точно я знаю одну причину, которая может поспособствовать отказу. Это если у вас нету листочка, сколько вы часов учились и предметы языков, не языков, предметы, которые вы обучались во время учебного процесса. Короче, заморочка. Это, одним словом, психологический удар. Причина номер 6. Дети адаптируются намного быстрее вас, и это больно. Однажды вы поймете, что ребенку здесь намного легче, чем вам. Начнем с того, что в любом случае мы понимаем, что она будет знать, если мы тут останемся, это опять же под вопросом. Любой ребенок быстрее выучит язык, чем мы. Это так получается, так природа создала. Но мы разговариваем с ней и на армянском, и на русском, и на украинском. Я пытаюсь там чуть-чуть английским разговаривать. Ну, соответственно, немецкий тут будет вокруг, как ни крутись. Поэтому мы стараемся, чтобы Саманта разговаривала на 4 языках, как минимум. 5 это будет уже по ее желанию. Но осознавая, что твой ребенок будет быстрее учить язык, чем ты, как-то... Ну лучше, он по-любому будет знать лучше. Не, это не то, что лучше знать, просто твой страх, то, что дети будут быстрее учиться, чем ты. То есть ты будешь вот на своем месте спустя 5 лет, а она будет уже 5 лет вперед. Понимаешь, о чем я говорю? То есть ты будешь она. куда-то ходить, она будет переводчиком для тебя. Да слава богу, что она у меня есть, переводит. Это хоть. страх. Ну хорошо, да, боюсь. Дундук, боюсь. уже все. Страх в том, что ты отстаешь от своего ребенка. Не то, что ты гордишься своим ребенком, понимаешь, что она там выучит в нашем случае язык, а то, что ну, ты на месте, а она идет дальше. Это очень большой страх для большинства родителей, потому что, ну прикинь, ты же авторитет для своего ребенка. Авторитет. Ты же учишь своему ребенку чему-то, учишь, и ты идешь куда-то и не можешь что-то сказать. Ты не понимаешь ситуацию? Да я понимаю. Просто но- так смотришь на меня, как будто я первый раз такой разговор говорю. Нет, я все понимаю. А что, не согласна? Согласна. Ну скажи что-нибудь. Ну, голова болит уже столько раз говорю. Мама, говори. Просто я рада, пусть учит. Пусть учит хоть она в нашей семье хорошо язык. Мой страх еще в том, что я не хочу, чтобы она становилась вот таким, какие люди здесь есть. Я хочу, чтобы она была такой, как мы. Да, принцесса? Это 1000%, это мой тоже страх. Ди! Пура, мура. Хочется вот, чтобы вот эти наши качества душевные, можно так сказать, душевности, чтобы они остались в ребенке. Но самое главное, нам их не потерять. И может быть мы сможем это все в ней. Не в сможешь, неё. потому что окружение в любом случае решает. Если она попадет в такое общество, что там все такие, она хочет, не хочет, такое и будет. Она в какую-то попадет по-любому. Она не может просто быть с нами всю жизнь. Может, она будет с нами. Следующая причина. Возвращаться становится страшнее, чем оставаться. Самое страшное – не уехать. Самое страшное – понять, что назад уже не так просто. Ты уже не там, но ты еще не здесь. Ты тут очень долгое время можешь быть не здесь, потому что куча причин, которые тебе не дает чувствовать, что ты здесь. Мы об этом поэтапно рассказали. В большинстве случаев люди живут там, откуда пришли, с помощью всяких гаджетов, звонков и всего остального. То есть, находясь в этой стране, ты живешь жизнью там, то есть интересуешься, что у них там происходит, как дела, что произошло сегодня. Да, это нормально, но твоя жизнь
потихонечку становится таким, что ты находишься здесь, но ты не живешь жизнью, которая здесь есть. Но это если ты совсем не хочешь принимать Германию и не хочешь принимать ее такой, какая она есть. Ты живешь там, да? Да, ты живешь там, ты живешь мечтами, что ты вернешься, что Там жизнь лучше. да, или... что тебе там было лучше, что там все так хорошо, а тут тебе все не так. Это тебе этот диван Но кайфово, это да? очень тяжело, поверьте. Если вот так, то лучше просто сидеть и не рыпаться. Или если возвращаться, то возвращаться только сразу. Потому что потом вернуться намного Вот этого тяжелее. разрыва с прошлым нету. Получается, ты прошлое не оставляешь. Ты все время Да. находишься... Так нельзя, надо жить Там. сегодняшним. Вот сегодня есть день, ты Да, здесь, да. благодари Бога за то, что все вот так вот. Потому что все, если ты сделал этот шаг, какие бы обстоятельства тебя не принудили, но ты здесь, значит все. Значит, живешь здесь и радуешься тому, что есть здесь. Это можно назвать внутренняя эмиграция. Внутренняя, да, типа... Не, принять. Знаешь, я какую фразу каждый день? Вот он с меня смеется. Я каждый день себе в голове говорю: Господи, Спаси у и меня сохрани. все есть. Благодарю тебя. Я принимаю, я согласна. Спаси и сохрани. Спаси. Ара, дундучара, конечно, спаси и сохрани. Ну, короче, надо реально Маму это бьют, принять, спасай. потому что Сохраняй. это очень сложно. Любой переезд, любая перемена такая жесткая, она всегда дается тяжело. Жесткая. Сейчас получишь. И потом, типа, если ты уже вот так, как мы пробыли здесь 2 года, они вообще не легкие. И это всем, кто приезжает в другую страну, это всегда нелегко, это всегда стресс жутчайший. Ты не знаешь, что происходит в этом мире, у тебя голова лопает. Но вернуться обратно уже еще в 1000 раз тяжелее, чем принять то, что ты уже остаешься здесь. Ты согласен? Да, дорогая, только мы говорим не о каких-то разных странах, мы говорим о Германии. Да какая разница? Я говорю именно о Германии. Я что, в 5 странах сразу живу или что? Я говорю о Германии. Шо ты шо? Так я не хочу повторять 100 раз Германия, Германия. Это просто некрасиво. Ты меня бесишь уже. Саманта. Папу бьют, давай иди что-то делай. Она с тенью играется. Давай, достань, Красава. дай мне обезьянку, дочь, дай, чтобы у меня было, что папе кинуть. Спасибо, моя лапа, спасибо, мое счастье. Финал. Германия неплохая, она просто не для всех. Если вы сильные, терпеливые и готовы начать все с нуля, у вас все получится. Напишите в комментариях, вы уже в Германии или только думаете? И какая из причин пугает вас больше всего? Вы были на канале Сириканян Family. Акоп, Танюшка, Саманточка спит. И как мы говорим, Сириканян Family вместе сильнее! Тише, тише, не обязательно обниматься.